Канал Валерия Табакова представляет «Убийство Порубия и призыв к геноциду русскоговорящих украинцев» в исполнении Руслана Кашулинского. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала, уважаемые зрители. Я Валерий Табаков, юрист. Я специализируюсь на защите прав человека, противодействии дискриминации и расследовании преступлений против человечности. Сегодня я обращаюсь к вам с важным и тревожным анализом, который затрагивает не только политическую ситуацию в Украине, но и сами основы нашего общества: права человека, мораль, единство и стабильность в условиях продолжающейся войны. Мы разберем трагическое убийство Андрея Порубия, реакцию на него Руслана Кашулинского, одного из лидеров партии «Свобода», и объясним, почему его призывы к депортации русскоговорящих граждан Украины – это не просто радикальная риторика. Это прямой призыв к геноциду, который является уголовно наказуемым деянием, согласно украинскому и международному законодательству. Это видео будет подробным и обстоятельным, потому что тема требует глубокого и всестороннего анализа. Я намеренно выделяю достаточно времени, чтобы разобраться шаг за шагом от контекста убийства Порубия до юридической квалификации слов Кашулинского, исторических параллелей, социальных последствий и практических шагов, которые мы, как граждане, можем предпринять. Моя цель не только проинформировать вас, но и вдохновить на конкретные действия. Обратиться в правоохранительные органы, подать жалобы в международные инстанции и защитить права всех граждан Украины, независимо от того, на каком языке они говорят. Готовьтесь к серьезному разговору, можете взять блокнот, чай, кофе. Давайте начнем. Первое, с чего я начну, это события 30 августа 2025 года, которые стали отправной точкой для сегодняшнего обсуждения. В этот день во Львове на улице Академика Ефремова около 12 часов по местному времени был хладнокровно убит Андрей Порубий, известный украинский политик, бывший спикер Верховной Рады с 2016 по 2019 годы, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны и одна из ключевых фигур Евромайдана 2013-2014 годов. Это убийство стало вторым громким политическим преступлением во Львове за последнее время. 19 июля 2024 года была застрелена Ирина Фарион, еще одна известная фигура националистического движения. Оба события потрясли страну и обнажили глубокие проблемы, связанные с радикализмом и расколом в обществе. Что мы знаем об убийстве Порубия? Согласно официальным данным Национальной полиции Украины, Генеральной прокуратуры и заявлениям президента Владимира Зеленского, преступление было тщательно спланировано и исполнено с профессиональной точностью. Неизвестный, замаскированный под курьера службы доставки Глова, в черной куртке, шлеме и с желтым рюкзаком несколько дней следил за Порубием. Днем 30 августа он подкараулил политика за припаркованным автомобилем, подошел сзади и произвел около 8 выстрелов из пистолета, предположительно Макарова, в спину и голову жертвы. Порубий скончался на месте от множественных огнестрельных ранений до прибытия скорой помощи. На месте преступления полиция обнаружила 7 гильз, а видеозаписи с камер наблюдения, опубликованные в телеграм-каналах, таких как Украина 24/7, а также в СМИ,
включая РБК «Украина» и «Укринформ», зафиксировали момент атаки. Убийца скрылся на электровелосипеде, сменив одежду в соседнем дворе, чтобы замести следы. Реакция властей была оперативной. Национальная полиция немедленно ввела операцию «Сирена», специальный режим «Перехват» для поимки преступника. Расследование возглавили Главное следственное управление нацполиции, Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура. Уже 1 сентября 2025 года, менее чем через 36 часов после убийства, подозреваемый был задержан в Хмельницкой области. Глава нацполиции Иван Выговский сообщил, что задержанный дал первые показания и подчеркнул, что следствие рассматривает российский след как основную версию. По его словам, преступление отличалось высокой степенью подготовки. Тщательная слежка за жертвой, выбор времени и места, использование маскировки и попытка уничтожить улики, включая избавление от оружия. Президент Зеленский в своем обращении в соцсети 31 августа 2025 года назвал убийство ужасным и подлым актом, направленным на дестабилизацию Украины, и выразил соболезнования семье Порубия. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук от имени парламента также выступил с заявлением, назвав Порубия патриотом, который отдал жизнь за независимость Украины. Следствие пока рассматривает несколько версий. Первая – вмешательство российских спецслужб, что соответствует стратегии устрашения украинских лидеров в условиях войны. Вторая – внутренние разборки в националистических кругах, учитывая связь Порубия с партией «Свобода». Третья – менее вероятная, личные или финансовые мотивы. Убийство Ирины Фарион в 2024 году, о котором я тоже расскажу, имеет схожие черты. Оба преступления произошли во Львове, оба связаны с националистическим движением, но прямой связи между ними следствие пока не установило. Однако именно реакция Руслана Кашулинского на убийство Порубия вывела общественную дискуссию на новый, крайне опасный уровень. И именно на этом я хочу сейчас сосредоточиться. Второе, что нам нужно понять, это кто такой Руслан Кашулинский и почему его слова имеют такой вес и опасность. Руслан Владимирович Кашулинский, родившийся 9 сентября 1969 года во Львове, один из лидеров всеукраинского объединения «Свобода», радикальной националистической партии, основанной в 1991 году как Социал-национальная партия Украины. Его биография отражает путь убежденного националиста. Он служил в советской армии в ГДР в 1980-х годах, работал поваром в Сибири, а с 1990-х годов активно участвовал в националистических организациях. В 2000-х он присоединился к «Свободе», став заместителем лидера партии Олега Тягнебока и одним из ее главных идеологов. Кашулинский сыграл ключевую роль в новейшей истории Украины. В 2012-2014 годах он был вице-спикером Верховной Рады, а во время Евромайдана 2013-2014 года стал одной из центральных фигур. Именно по его инициативе 20 февраля 2014 года Рада собралась и проголосовала за отстранение Виктора Януковича, что легитимизировало смену власти в глазах международного сообщества. Он скоординировал самооборону Майдана, военизированные отряды, которые позже вошли в состав вооруженных сил Украины.
В 2014-2015 годах Кашулинский служил в зоне АТО на Донбассе, а с 2022 года после полномасштабного вторжения России продолжил службу в ВСУ. Это добавляет ему авторитета в националистических кругах, особенно на западе Украины. В 2019 году Кашулинский баллотировался в президенты от «Свободы», набрав всего 1,62% голосов, но его программа была откровенно радикальной. Запрет абортов, жесткая украинизация и борьба с русским влиянием. Партия «Свобода» известна своей ксенофобской риторикой, антироссийскими, антисемитскими и антимигрантскими лозунгами. Ее девиз «Украина для украинцев» подразумевает приоритет этнических украинцев, что на практике граничит с дискриминацией национальных и языковых меньшинств. Кашулинский, как правая рука Тягнебока, активно продвигает эти идеи. Его знаменитая фраза в интервью Главред в 2018 году «Я христианин, люблю всех людей, но украинцев я люблю немного больше». Это попытка замаскировать этническое превосходство под патриотизм. Он участвовал в многочисленных акциях против так называемого русского мира, включая митинги во Львове, где звучали призывы к очищению Украины от русскоязычных граждан. Кашулинский не маргинальный политик, его риторика влияет на общественное мнение, особенно в западных регионах, где свобода имеет сильную поддержку. Но после убийства Парубия его заявления перешли все допустимые границы, став откровенно преступными. Давайте разберем, что именно он сказал и почему это так опасно. Третье, на чем я хочу сосредоточиться, это конкретное заявление Кашулинского, сделанное сразу после убийства Андрея Парубия. В период с 30 августа по 1 сентября 2025 года он выступил с серией публичных заявлений, которые я, как юрист, квалифицирую как призывы к геноциду. Эти заявления прозвучали в нескольких форматах. Первое. Видео на официальном YouTube-канале ВО «Свобода», опубликованное 31 августа 2025 года в 18:30 по киевскому времени под названием «Памяти Парубия. За Украину без предателей». В нем Кашулинский сказал, цитирую, «Убийство Андрея Парубия – это сигнал, что пятая колонна действует. Русскоязычные, которые не поддерживают Украину, это предатели. Их нужно депортировать в Россию, чтобы очистить нашу нацию от чужого влияния. Мы не можем ждать новых смертей. Время действует». Второе. Пост в соцсети от 31 августа 2025 года, 14:22 по киевскому времени с аккаунта Кашулинский ИР. Парубий погиб от рук тех, кто защищает русский мир. Русскоязычная угроза национальной безопасности. Депортация – единственный путь к чистой Украине. Третье. Интервью львовскому телеканалу «Перший Західний» 31 августа 2025 года в 21:00, где Кашулинский заявил: «Мы потеряли Парубия, потому что позволили русскоязычным предателям жить среди нас. Они должны уехать добровольно или принудительно. Это не дискриминация, а спасение наций». Примерно то же самое прозвучало и на канале НТА. Эти заявления не спонтанная реакция на трагедию. Они продолжают линию риторики Кашулинского и «Свободы»,
которое усиливалось годами. Давайте вспомним контекст. В 2018-2019 годах на съездах «Свободы» и в интервью «Обозреватель» он говорил о необходимости изгнать предателей и очистить Украину от русского влияния. В 2022-2023 годах после начала полномасштабного вторжения России его заявления стали еще жестче. Например, в видео на YouTube-канале «Свободы» в 2023 году он утверждал: «Русский язык – это оружие врага. Его носители должны исчезнуть из Украины». Но после убийства Порубия, соратника по партии «Свобода», Кошулинский перешел грань, сделав прямой призыв к массовой депортации 14 миллионов русскоговорящих граждан Украины. Это 30-40% населения, включая президента Владимира Зеленского, значительную часть вооруженных сил Украины, жителей Харькова, Одессы, Днепра, Киева и других регионов. Почему это так важно? Кошулинский использует убийство Порубия как повод для эскалации своей риторики, обвиняя всех русскоязычных в коллективной вине за предательство. Он не уточняет, кто именно предатели. Он делает всех носителей русского языка потенциальной мишенью. Его слова публичные, доступные миллионам через YouTube. Видео набрало более 50 тысяч просмотров за сутки. X репосты в радикальных группах, таких как «Белый Феникс» и СМИ. Это не частное мнение. Это подстрекательство, которое может спровоцировать реальное насилие. Четвертое, что я хочу разобрать, это юридическая квалификация призывов Кошулинского. Как юрист, я утверждаю, его заявление о депортации русскоязычных – это не просто политическая провокация, а прямой призыв к геноциду, который подпадает под международное и украинское законодательство. Давайте разберем это подробно. Что такое геноцид? Согласно Конвенции ООН о предупреждении и наказании преступления геноцида, принятой в 1948 году, статья 2 определяет геноцид как действие, совершенное с намерением уничтожить полностью или частично национальную, этническую, расовую или религиозную группу. К таким действиям относятся следующие. Первое. Убийство членов группы. Второе. Причинение серьезных телесных или психических повреждений. Третье. Создание условий, направленных на физическое уничтожение группы, например, депортация в нечеловеческих условиях. Четвертое. Меры, препятствующие деторождению. Пятое. Насильственное перемещение детей из одной группы в другую. Депортация подпадает под третий пункт. Создание условий, ведущих к физическому уничтожению группы. Исторические примеры подтверждают это. Первый пример. Депортация крымских татар в 1944 году Советским Союзом. Около 200 тысяч человек были насильственно выселены в Среднюю Азию. 20-40% погибли из-за голода, болезней и репрессий. Это признано геноцидом Украиной, Литвой, Канадой и другими странами. Второй пример. Этнические чистки в Югославии в 1990-х годах. Депортации боснийцев и хорватов сопровождались убийствами и насилием, что Международный трибунал по бывшей Югославии квалифицировал как геноцид. Третий пример. Геноцид армян в 1915 году в Османской империи. Около
1,5 миллиона армян были депортированы в марше смерти. Сотни тысяч погибли от голода и насилия. Русскоязычные украинцы – это не этническая, но языковая и культурная группа, составляющая 30-40% населения Украины, то есть около 14 миллионов человек. Призыв Кашулинского к их депортации, особенно в условиях войны, означает массовое перемещение, которое неизбежно приведет к гуманитарной катастрофе, смертям, страданиям, разрушению семей и культурной идентичности. Его намерение очистить нацию прямо указывает на цель – уничтожить присутствие этой группы в украинском обществе, что соответствует определению геноцида. Пятое, что важно отметить, призыв к геноциду является самостоятельным преступлением, даже если сам геноцид не совершен. Законодательство четко это регулирует. Первое. Конвенция ООН о геноциде, 1948 год, статья 3, гласит, что публичный или прямой призыв к геноциду наказуем. Второе. Римский статут Международного уголовного суда, 1998 год, статья 25.3е, квалифицирует подстрекательство к геноциду как преступление против человечности. Третье. Уголовный кодекс Украины. Статья 442. Публичные призывы к геноциду или действия, направленные на его совершение, наказываются лишением свободы от 5 лет до пожизненного заключения, если есть последствия. Статья 161. Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, а также унижение достоинства по языковому признаку, до 3 лет лишения свободы или до 5 лет, если действия совершены публично. Статья 436.1. Пропаганда войны или подстрекательство к агрессии, до 5 лет лишения свободы. Заявления Кашулинского подпадают под все эти нормы. Его слова публичны. YouTube, X, телевидение. Направлены на конкретную группу, русскоязычную, с явным намерением очистить Украину, что юридически квалифицируется следующим образом. По статье 442 Уголовного кодекса призыв к депортации как форме геноцида. По статье 161 Уголовного кодекса стигматизация русскоязычных как предателей разжигания языковой вражды. По статье 436.1 Уголовного кодекса подстрекательство к внутреннему конфликту в условиях военного положения. Почему это преступление? Его слова создают реальную угрозу. Радикальные группы, такие как Белый Феникс, украинское крыло американских неонацистов, поддержавшие убийство Порубия в X, могут воспринять его призывы как руководство к действию. Исторический пример – радио Мильколин в Руанде в 1994 году, чьи призывы к геноциду Тутси привели к гибели 800 тысяч человек. Кашулинский, как публичный деятель с доступом к миллионам, несет ответственность за возможные последствия своих слов. Шестое, что нужно обсудить, почему против Кашулинского до сих пор не возбуждены уголовные дела. На 1 сентября 2025 года, по данным открытых источников, расследований по его заявлениям нет. Причины следующие. Первое. Политическая защита. Кашулинский – действующий военнослужащий ВСУ, что придает ему статус патриота и усложняет преследование, особенно в военное время. Вторая. Контекст войны. Власти избегают конфликтов с националистами, чтобы не ослабить единство фронта. Третье. Юридическая сложность. Для квалификации по статье 442 нужен четкий умысел на геноцид, а не просто
патриотическая риторика. Однако публичность заявлений YouTube, X, СМИ и их повторяемость с 2018 по 2025 годы облегчают доказывание. Международные организации, такие как Amnesty International и Human Rights Watch, в 2023 году критиковали свободу за ксенофобскую риторику, но без юридических последствий. Как юрист я настаиваю: отсутствие дел – это упущение. Прокуратура обязана расследовать, а граждане могут подать заявление, чтобы ускорить процесс. И седьмое, о чем я хочу поговорить, это связь призывов Кашулинского с дискриминацией русскоязычных и убийствами Ирины Фарион и Андрея Парубия. Оправдывает ли дискриминация русскоязычных эти убийства? И оправдывают ли убийства такую риторику Кашулинского? Мой ответ – категорически нет. Но давайте разберем, как все взаимосвязано. Русскоязычные украинцы составляют около 14 миллионов человек, 30-40% населения, по данным Киевского международного института социологии до 2022 года. Закон 2019 года о функционировании украинского языка как государственного обязывает использовать украинский в официальных сферах – образовании, СМИ, госслужбе. Однако русский язык не запрещен в частной жизни, бизнесе и культуре. По опросам 2020 года 53% украинцев использовали русский в быту, и эта цифра сократилась до 40% к 2023 году, но не из-за репрессий, а из-за патриотического перехода на украинский после вторжения России в 2022 году. Есть доказательства системной дискриминации русскоязычных, и это зафиксировано в докладе ООН. Amnesty International и Human Rights Watch опровергли российский миф о геноциде русскоязычных, который используется для оправдания агрессии. Жалобы на языковую дискриминацию и сама языковая дискриминация есть. В 2023 году зафиксировано 68 случаев штрафов за нарушение языкового закона в сфере услуг. Это административные меры, а не репрессии. Однако риторика свободы, включая Фарион и Кашулинского, создает атмосферу стигматизации, особенно на западе Украины, где русскоязычные могут чувствовать давление. Например, в школах Львова и Ивано-Франковска были случаи, когда детей унижали за русский язык, что недопустимо. Теперь о связи с убийствами. Рассмотрим оба случая. Первое. Убийство Ирины Фарион 19 июля 2024 года. Ирина Фарион, экс-депутат от «Свободы» и языковед, была застрелена во Львове, предположительно Вячеславом Зинченко из Днепра. Мотив, по данным следствия, национальная нетерпимость к ее радикальной риторике. Фарион называла русскоязычных недочеловеками и призывала избавиться от русского языка. Зинченко, который предположительно ее словами радикализировался, под давлением заявил, что совершил убийство как гражданский долг. Следствие исключило российский след, и это был, так сказать, по мнению следствия, внутренний экстремизм, спровоцированный призывами Фарион. Второе. Убийство Андрея Парубия. 30 августа 2025 год. Парубий, связанный с «Свободой», был менее радикален, но ассоциировался с национализмом и Евромайданом. Его убийство, по версии СБУ, имеет российский след. Но мотивы пока не полностью раскрыты. Оно могло быть как внешней провокацией, так и следствием внутренних конфликтов в радикальных кругах.
Кашулинский, Фарион и Парубий – часть одной националистической среды. Их риторика, очищение, изгнание предателей провоцирует ответное насилие. Убийство Фарион – прямой результат ее слов. Убийство Парубия – возможно следствие общего накала. Призывы Кашулинского к депортации после убийства Парубия – это новый виток цикла ненависти. Он обвиняет всех русскоязычных, рискуя спровоцировать новые атаки и стать следующей мишенью. Почему дискриминация не оправдывает убийство, а призывы Кашулинского не оправдывают дискриминацию? Разберем по пунктам. Первое. Этически. Убийство – это абсолютное зло, нарушающее право на жизнь. Статья 2 Европейской конвенции по правам человека. Даже если Фарион и Парубий поддерживали спорные взгляды, насилие не решение. Дискриминация, если она есть, устраняется через суды, диалог или реформы, а не через самосуд. Второе – юридически. Убийство, статья 115 Уголовного кодекса Украины, и призывы к геноциду, статья 442, преступление. Кашулинский, обвиняя русскоязычных, не решает проблему дискриминации, а создает новую угрозу – потенциальный геноцид. Третье – политическое. Война с Россией требует единства. Русскоязычные – это президент Зеленский, 70% армии ВСУ, миллионы патриотов. Призывы Кашулинского ослабляют нацию, играя на руку российской пропаганде, которая использует миф о нацизме для оправдания агрессии. Кашулинский не предлагает решения. Его слова – это подстрекательство, которое может привести к новым трагедиям, как это было с Фарион и Парубием. И восьмое, о чем я хочу сказать, это последствия риторики Кашулинского для всей Украины. Его призывы к депортации имеют разрушительный эффект. Первый – дестабилизация общества. Стигматизация 14 миллионов русскоязычных граждан подрывает единство в условиях войны. Русскоязычные – это не пятая колонна, а часть нации, которая сражается на фронте и поддерживает независимость. Второе – провокация насилия. Убийства Фарион и Парубия показывают, как радикальная риторика порождает ответный экстремизм. Призывы Кашулинского могут вдохновить радикалов на новые атаки, как это было с убийством Ирины Фарион. Третье. Помощь врагу. Россия использует такие заявления для пропаганды, утверждая, что в Украине геноцид русскоязычных. Этот миф, опровергнутый ООН и международными организациями, получает новую пищу из уст Кашулинского. Из них звучит призыв к геноциду. Четвертое. Моральный упадок. Призывы к депортации противоречат Конституции Украины, статья 24 «Равенство граждан», и международным стандартам, статья 14 ЕКПЧ «Запрет дискриминации». Они разрушают моральные основы общества, которое борется за свободу. Исторический урок нам уже дан. Волынская трагедия 1943 года, когда украинская повстанческая армия УПА и польские силы убивали друг друга на этнической почве. Резня унесла до 100 тысяч жизней. Кашулинский, повторяя риторику очищения, рискует запустить новый цикл ненависти, который может привести к катастрофе. Что делать? Юридические и гражданские шаги.
Я хочу предложить следующее. Конкретные действия, которые мы с вами можем предпринять, чтобы остановить эту угрозу. Как юрист я вижу следующие шаги. Первое. Подать жалобы в правоохранительные органы. Заявления Кашулинского подпадают под статьи 442 «Призыв к геноциду», 161 «Разжигание вражды» и 436.1 «Пропаганда войны» Уголовного кодекса Украины. Доказательства – его публичные выступления. Видео на YouTube-канале «Свободы» от 31 августа 2025 года, посты в X и интервью на Перший Західний. Каждый гражданин может подать заявление в прокуратуру, чтобы инициировать расследование. Второе. Обратиться в международные инстанции. Европейский суд по правам человека рассматривает дела о дискриминации, статья 14 ЕКПЧ. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации принимает жалобы на ксенофобию, а Международный уголовный суд может расследовать подстрекательство к геноциду. Статья 25 Римского статута. Третье. Гражданская активность. Организуйте мирные акции за единство Украины. Требуйте от Верховной Рады осуждения ксенофобской риторики Кашулинского. Поддерживайте программы двуязычия, как в Канаде, где франко- и англоязычное сообщество сосуществуют мирно. Четвертое. Мониторинг радикализма. Следите за деятельностью «Свободы» и ее лидеров в соцсетях. Документируйте нарушения. Делитесь информацией с правозащитниками. Рекомендации властям. Первое. Уточнить языковой закон 2019 года в соответствии с рекомендациями Совета Европы. 2023 год. Больше прав для языковых меньшинств в частной сфере. Второе. Расследовать деятельность радикальных групп, таких как Белый Феникс, которые поддерживают риторику свободы и одобряют насилие. Третье. Усилить защиту общественных деятелей от политических убийств, как в случаях с Фарион и Порубием. Я, как юрист, готов консультировать жертв дискриминации и помогать с подготовкой жалоб. Пишите в комментариях под этим видео, если вам нужна помощь. Уважаемые зрители, мы подошли к финалу нашего анализа. Призывы Руслана Кашулинского к депортации русскоговорящих украинцев после убийства Андрея Порубия – это не просто слова. Это преступление, подпадающее под статью 442 Уголовного кодекса Украины и Конвенции ООН о геноциде. Эти заявления угрожают 14 миллионам граждан, подрывают единство Украины в условиях войны и создают почву для новых трагедий, подобных убийствам Ирины Фарион и Андрея Порубия. Дискриминация русскоязычных не оправдывает насилие, а призывы Кашулинского не решают проблему дискриминации. Они ее усугубляют, запуская цикл ненависти. Мы не можем молчать. Как граждане мы обязаны действовать. Первое. Подайте жалобы в прокуратуру по статьям 442, 161 и 436.1 Уголовного кодекса Украины. Доказательства в открытом доступе. Видео, посты, интервью Кашулинского. Второе. Обратитесь в международные организации ЕСПЧ, ООН, МУС. Это наш шанс привлечь внимание мира к угрозе радикализма. Третье. Распространяйте информацию. Делитесь этим видео, обсуждайте проблему в соцсетях. Требуйте справедливости. Четвертое. Поддерживайте единство. Украина – это страна для всех ее граждан, независимо от языка. Русскоязычные – это наши братья и сестры, которые сражаются за свободу на фронте и в тылу. Я, Валерий Табаков, верю, что вместе мы можем остановить ненависть.
и построить Украину, где нет места радикализму. Пишите в комментарии, если сталкивались с дискриминацией или хотите получить юридическую консультацию. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, чтобы как можно больше людей узнали правду и присоединились к борьбе за справедливость. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.